В 2017 году исследователи, изучающие данные космического аппарата НАСА Dawn, сделали сенсационное открытие. Возле ударного кратера шириной 51 километр на карликовой планете Церера были обнаружены органические соединения, алифатические молекулы. Этот факт задал новый виток разговору о потенциале Цереры как места обитаемости в прошлом или настоящем, о возможном происхождении органики и о том, как космические ударные процессы влияют на распределение органических веществ в Солнечной системе. С тех пор ученые пытались понять, возникает ли органика на Церере в результате импактов с астероидами и гидротермальных процессов на поверхности и под ней, либо эти молекулы формировались внутри планеты в составе ее водяной и химически активной среды. В исследованиях 2023 года появилась новая волна данных. Органические вещества на Церере, по-видимому, более распространены, чем предполагалось ранее, и оказываются устойчивыми к экстремальным условиям карликовой планеты. Что это значит для астробиологии и будущих миссий? Разбор по пунктам. Церера – крупнейший объект в поясе Кита, космический пояс между Марсом и Юпитером, и первый объект, посещенный миссией Dawn. Первые детальные наблюдения показали, что внутри Цереры скрываются слои льда и соленой воды, а поверхность усеяна кратерами и породами, которые свидетельствуют о богатой геологической истории. В 2017 году орбитальные данные Dawn зафиксировали присутствие органических молекул вблизи ударного кратера на поверхности. Алифатические молекулы, как предполагается, являются предшественниками более сложных органических соединений, важных ингредиентов для предположений о предпосылках к биологическим процессам в прошлом или даже настоящем. С того момента ученые пытались ответить на вопрос, откуда появилась эта органика. Сторонники теории импактного происхождения указывают на роль случайных столкновений с астероидами и кометами, которые могли доставлять органику из внешних областей Солнца в центральную часть Цереры. Противники же выдвигают гипотезу о внутреннем происхождении органики, предполагая, что вода и геологические процессы внутри Цереры способствовали синтезу органических молекул на самой планете. Органическая материя – не редкость на Церере, как стало ясно из исследования 2023 года. Ученые обнаружили, что органические вещества могут быть более повсеместны на планете, чем считалось ранее, и что эти вещества сохраняются даже под воздействием суровых наружных условий. Это означает, что органика могла формироваться не только в местах редких и локальных событий, но и быть устойчивой к длительным циклам замерзания, окисления и воздействия космической радиации на поверхности. Эти выводы подтверждают важную гипотезу. Вода и органика на Церере могли сосуществовать и взаимодействовать в течение миллиардов лет, создавая потенциально благоприятные условия для появления более сложных молекул. Стоит отметить, что устойчивость органического материала к радиации и экстремальным условиям вблизи поверхности Цереры говорит о том, что подобные органические молекулы могут сохраняться в поверхностных слоях и даже перемещаться между различными регионами объекта. Чтобы глубже понять процессы формирования и распределения органики на Церере, ученые провели серию экспериментов, моделирующих столкновения на поверхности планеты. В центре исследований оказался полигон вертикальной пушки Эймса НАСА в Калифорнии. Объект, предназначенный для симуляции физических и механических аспектов образования кратеров и ударов астероидов. Эти эксперименты позволили реконструировать, каким образом импакт может изменять химический состав поверхности и подповерхностных слоев,
как именно формируются и поднимаются органические молекулы на поверхность после удара, и как они распределяются по кратеру и соседним регионам. Команда также интегрировала данные с камер Dawn и визуализирующего спектрометра. Этот синергетический подход позволил составить более подробную карту распределения органики по Церере и показать, где именно идут процессы, приводящие к увеличению концентрации молекул на поверхности. В сочетании с данными по возрасту отдельных ударов ученые смогли увидеть хорошую корреляцию между наличием органики и регионами, где ранее происходили более старые удары. Это свидетельствует о том, что ударами астероидов действительно влияли на присутствие и, возможно, на количество органических молекул на протяжении миллиардов лет. Прямое следствие – органика, обнаруженная на Церере, может иметь как внеземное, так и внутреннее происхождение. Однако новое исследование дает весомые основания, не менее полагать, что органика могла формироваться на самой Церере в присутствии воды и реальных гидрологических условий, и далее сохраняться и перераспределяться в ходе импактной активности. Важный сигнал для будущих миссий. Если внутри Цереры действительно существует значимый внутренний резервуар органики, это существенно поднимает астробиологическую привлекательность планеты как цели миссии по возврату образцов. Учитывая возможность присутствия воды в больших количествах и потенциально обитаемых средах в прошлом или настоящем, возвращение образцов могло бы дать уникальные данные о химии, геологии и возможности возникновения жизни в подобных условиях. Время и приоритет, десятилетия исследований планетологии и астробиологии закрепило Цереру как высокоприоритетную цель для миссии по возврату образцов. В контексте научных задач это означает, что в ближайшие десятилетия может быть поставлена задача по организации экспедиции, возможно, с розета-подобной архитектурой, которая бы исследовала поверхность, подповерхностные слои и потенциальные резервуары воды и органики на глубине. Карликовые планеты и малые тела в поясе астероидов часто считаются уникальными лабораториями для изучения того, как вода повлияла на развитие химии во Вселенной. Церера, по сути, уже демонстрирует наглядные доказательства того, что внутри ее объемов могут сосуществовать лед, соленая вода и органические молекулы. Это наводит на мысль о следующих важных аспектах. Водный реликтовый резервуар. Если внутри Цереры сохраняется большой запас соленой воды, как и предполагалось ранее, это означает не только возможность существования океана под корой, но и потенциально благоприятную среду для химических реакций и процессов, важных для формирования органических молекул. Примеси и каталитические эффекты. Присутствие воды может служить катализатором для определенных химических реакций, которые приводят к образованию более сложных органических соединений, чем алифатические молекулы, обнаруженные в начале исследований. Размещение органики. Карта, показывающая, что органика выше в зонах старых ударов, может свидетельствовать о перераспределении материалов по поверхности и внутри, а также о том, что импакты с астероидами не только транспортируют органическое вещество, но и провоцируют химические процессы, делающие органику более устойчивой к радиационному воздействию. Эти выводы имеют важность для общей картины формирования химии в Солнечной системе и возможностей существования предбиологических условий на подобных телах. Десятилетие исследований планетологии и астробиологии подтвердило, что Церера остается одной из самых перспективных точек для будущих миссий по возврату образцов. В свете новых данных можно выделить несколько основных направлений для будущей миссии. Поиск резервуара воды и органики. Задача миссии
добраться до подповерхностных слоев Цереры, где можно будет взять образцы воды, льда и органических молекул, а также проанализировать их в условиях, близких к реальным поверхностным условиям. Анализ воздействия импактной истории. Изучение слоев, пород и остатков ударов поможет понять, как импакты повлияли на химический состав поверхности и на распределение органики. Это позволит реконструировать геологическую и химическую эволюцию Цереры в прошлом. Включение водной и органической химии. Миссии будут ориентированы на изучение состава воды и наличие более сложных органических молекул, которые могли образоваться на Церере, а также на поиск взаимосвязей между ними и минералами, которые их окружают. Многофункциональная платформа. Миссия может включать в себя как элемент возврата образцов, так и удаленные исследования посредством роботизированных узлов зондов и автономных лабораторий, которые смогут анализировать образцы прямо на месте и отправлять данные на Землю. Эта стратегическая перспектива нацелена на максимальное использование открытий Dawn и экспериментов на земной базе Эймс, чтобы на практике обеспечить реализацию миссии, которая станет важным этапом в понимании химии Цереры и возможностей для жизни в ранних условиях Солнечной системы. Понимание пути формирования органики. Результаты Dawn и экспериментов Эймс дают уникальные данные о том, как органические молекулы могут формироваться и распределяться на поверхности и внутри карликовых планет, где вода может играть роль катализатора и средообразующего агента. Поддержка гипотез о переносе органики. Обнаружение корреляции между старостью ударов и концентрациями органики усиливает аргумент в пользу того, что ударные процессы способны как переносить органику, так и поднимать ее на поверхность, что в принципе может происходить и в других малых телах. Оценка устойчивости органики. Новые данные на 2023 год показывают устойчивость органических молекул к экстремальным условиям, что имеет важное значение для теоретических моделей выживаемости молекул в космосе и для разработки методов поиска биосигнатур. Эти аспекты не только питают академические интересы астробиологии, но и формируют техническую дорожную карту для миссий согласно новым протоколам по добыче и анализу образцов космических тел. Вода и органика на Церере говорят о распространенных сценариях в Солнечной системе. Вода и органические молекулы могли формироваться и существовать в большом разнообразии тел, где цивилизации ученых открывают следы химических процессов, характерных для ранних этапов эволюции планет. Роль ударной динамики. Импакты не только изменяют ландшафт, но и химически обогащают поверхности, поднимая органику на поверхность и потенциально создавая условия для более сложных химических реакций. Возможность подводных резервуаров. Идентификация возможного внутреннего объема воды и органики увеличивает шанс существования скрытых ресурсов на Церере и иных карликовых планетах и может повлиять на планирование будущих пилотируемых миссионс и обсерваций. Таким образом, Церера становится важным экспериментальным полигоном для понимания связи между гидрогеологическими процессами и органикой в космосе. Органика на Церере не уникальна, но ее распределение и устойчивость в сочетании с водной средой делают Цереру одним из наиболее интересных кандидатов для дальнейших исследований в области астробиологии. Появление новой информации в 2023 году подталкивает к пересмотру моделей происхождения органических молекул на карликовых планетах, что может повлиять на теоретические основы формирования жизни во Вселенной.
Многоуровневый подход к анализу данных Dawn и экспериментов Ames позволяет создавать более точные карты распределения органики и лучшее понимание истории ударов по Церере. В дальнейшем перспективы миссии по возвращению образцов на Землю выглядят более привлекательными, чем когда-либо. Наличие воды, органики и следов импактной истории создают комплексный пакет данных, позволяющий ответить на фундаментальные вопросы о предпосылках жизни и химических процессах на ранних этапах Солнечной истории. Продолжение анализа имеющихся данных. Dawn. Углубление спектральных карт, более точное сопоставление органических меток с геологическими слоями. Расширение экспериментальной базы. Проведение дополнительных ударных тестов на моделях материалов, сходных с Церерой, с учетом реальных условий на ее поверхности и в подповерхностных средах. Планирование будущей миссии по возврату образцов. Формирование дорожной карты миссии, потенциальных площадок для отбора образцов, способов сохранения органического состава в космических условиях на протяжении пути к Земле. Междисциплинарные проекты, сотрудничество между астробиологами, геологами, химиками, органиками и инженерами по космическим миссиям для создания комплексной программы исследований Цереры и смежных тел.